Всем добрый вечер, меня зовут Кайзер Денис. Сегодня я расскажу про систему, которую разрабатываю вместе со своим коллегой, и коротко расскажу о проблемах, с которыми мы сталкивались во время ее разработки, там, и продумывания концепции, и о том, как мы их решали, постараюсь рассказать. Ну и, собственно, о самой главной проблеме, которую и призвана решать наша система. Сперва коротко просто расскажу о том, как вообще мы решили разрабатывать эту систему, да, и почему решили, что нам стоит этим заняться. Началось все с хакатона, который проводился летом, блокчейн-хак. Собственно, на нем мы разрабатывали систему арбитража на смарт-контрактах. Арбитражный суд на смарт-контрактах. То есть там заключается сделка, в нее вносятся условия, да, и потом арбитры определяют, кто прав, кто виноват. В дальнейшем этот механизм потерпел очень много изменений, да, мы поняли, что просто так механизм арбитража сам по себе не будет работать, и стали смотреть больше именно в сторону репутационной системы. И далее я даже стал писать научную работу по этой теме, пишу ее в рамках магистерской диссертации своей. Как я и обещал, начну сначала коротко с проблем, да, которые существуют в принципе в большинстве реализаций смарт-контрактов, да, текущих, особенно в эфириуме, все-таки это самая популярная, да, сейчас платформа, о ней и буду говорить. И с которыми мы так или иначе сталкивались и решали эти проблемы. Первая проблема – это то, что не просто спрятать какую-либо информацию, да, которая положена в блокчейн. То есть понятно, что это и есть смысл, да, что все открыто и так далее, но есть определенные use cases, при которых неплохо было бы какую-то информацию скрыть хотя бы там на время. Допустим, как раз-таки, если мы говорим о голосовании, то есть если победитель определяется большинством, то, наверное, не здорово, если другие участники голосования будут заранее видеть, как кто голосует. То есть тогда это будет, очевидно, влиять на их выбор, так или иначе. Как с этой проблемой можно бороться? Допустим, можно не отправлять информацию в чистом виде, да, а изначально отправлять только ее хэши. И зачем, собственно, раскрывать информацию, когда уже голосование окончено, предположим. Собственно, мы это так и делаем. Следующая проблема довольно серьезная, да, у эфира – это масштабируемость. То есть мы, наверное, все помним пример с криптокотами, да, что когда они были на пике популярности, по сути дела, парализовали сеть. Сейчас как бы хайп по поводу криптокотов утих, да, от них там остались только смешные всякие мемы, да, и в целом все нормализовалось, вроде бы там цена за газ обратно упала, да, все стало как бы окей, но по сути дела проблема не решена, да, так или иначе она сейчас решается, да, много различных подходов предлагается, там тот же шардинг, также многие предлагают, и, собственно, мы в своей системе так и делаем, то есть переносим какой-то сложный там функционал, сложные какие-то расчеты в офчейн. При этом там хэшируя там, где надо информацию, чтобы все также оставалось прозрачным, да, и тот, кто, собственно, проводит эти офчейн расчеты, все равно не мог совершать какие-то мошеннические действия. По-моему, был как раз-таки на одном из предыдущих митапов кто-то из Lightning Network, и он рассказывал про эти подходы. И, собственно, основная проблема, да, с которой мы, собственно, решили как бы бороться при помощи нашей системы, это то, что смарт-контракты очень сложно коммуницируют с другими информационными системами. Что я имею в виду? Что смарт-контракт, допустим, не может сам узнать, что что-то произошло там в интернете или в реальном мире, да, то есть ему об этом нужно обязательно сообщать. Происходит это по понятным причинам, то есть, многие, возможно, зададутся вопросом, почему бы просто из смарт-контракта, да, не вызвать какой-то URL get запрос, да, и получить что-то из интернета, вроде бы все окей. Объясню, почему это невозможно, потому что блокчейн конструировался так, чтобы быть полностью детерминированной средой. То есть что это значит? Что если я в какой-то там момент времени, например, сегодня загружу полностью всю историю эфириума, да, то я смогу воспроизвести абсолютно все в точности, как это и происходило. То есть абсолютно все сценарии, которые происходили на смарт-контракте. Собственно, это и есть понятие, что блокчейн полностью детерминирован. В случае же с реальным миром и интернетом это абсолютно недетерминированный сред, то есть там происходит все условно хаотично, да, меняется и так далее. И в случае, если мы будем посылать запросы из смарт-контрактов куда-то вовне, то, разумеется, детерминированность не сохранится. И плюс также это проблема, то, что за каждую транзакцию мы платим газ, да, который рассчитывается в соответствии с сложностью выполнения данной операции, да, и временем, которое на нее затрачивается. В случае же, если мы посылаем запросы вне блокчейн, то мы не можем как бы предсказать заранее, сколько там газа надо взять.
эта проблема может быть как-то и решаема. Вот. Но идеологически тут мы никак не можем уже ничего сделать, так как там недетерминированная среда плюс детерминированная получится недетерминированная. Вот. Ну, собственно, какой сейчас есть подход, это есть так называемые оракулы, да, которые предоставляют какую-то достоверную информацию и которым мы почему-то доверяем, да, в блокчейн. Собственно, например, сообщают там курсы валют или что-то такое. Вот. Ну, в самом начале предлагаю разделить сразу оракулов на два таких класса. Да. Это, собственно, оракулы, которые передают информацию, которая, ну, скажем так, объективная, то есть не может читаться как-то по-разному или какие-то там трактоваться по-разному, да, и арбитры. Тут это, как мне кажется, более, да, интересный класс. О них чуть поподробнее. Ну, сначала расскажу, какие есть use cases, да, применения оракулов. Ну, допустим, там они могут, вот, как я уже говорил, передавать курсы валют, там, доллара, евро или еще что-то к эфиру, например, да, там, биткоина к эфиру. Также они могут применяться там в prediction маркете. Ну, что я имею в виду, например, мы заключаем на смарт-контракте сделку касательно, ну, или спор касательно какого-либо футбольного матча, да, и, собственно, оракул нам потом должен сообщить, как же все-таки, ну, не нам, на смарт-контракту, как же все-таки сыграла там та или иная футбольная команда. Вот. Что касается арбитров, то тут все посложнее, да, и их применяют в случае, если необходимо рассудить какой-то спор. Как раз-таки в самом начале я говорил о системе, которую мы разрабатывали там в рамках хакатона, да, собственно, это и был вот просто этот dispute resolution механизм разрешения споров, да, сокращенно мы его DRM принято у нас называть, вот, такое внутреннее название. Ну, расскажу чуть подробнее, как это работает, расскажу также на примере одного из хакатоновских проектов, их там довольно много набралось, вот. Коротко о том, в чем заключался проект. Это была такая платформа для peer-to-peer аудита кода, да, смарт-контрактов. То есть я там как разработчик или как заказчик загружал код в открытый доступ. Любой желающий мог попробовать его там проверить, найти какие-то баги. При этом я заранее закладывал сумму, да, депозита, которую получит нашедший баг. Ну, собственно, ревьюер, да, проверяющий, находит баг, говорит об этом. Но ведь он мог просто рандомно назвать какую-то там строчку и так далее. И, разумеется, он не должен за это получить какую-либо награду. Соответственно, заказчик ему посылает отказ. Ну и нужно как-то разобраться в этой ситуации. В такой ситуации там, ну, и вызывается там, механизм разрешения спора. Собственно, набираются случайным образом другие ревьюеры, да, которые точно так же сидят на платформе, да, и пытаются найти баги. И они уже путем голосования, да, большинством определяют, кому же нужно все-таки, чтобы перешли деньги, кто же все-таки прав. Там, чтобы они остались на контракте, да, и ждали следующего какого-то проверяющего аудитора, или все-таки отправились там ему. Ну, условно, они голосуют, определяют, деньги переходят победителю. Но возникает тут же вопрос, то есть, а почему мы должны этим судьям доверять? То есть, ну, чем они так заслужили наше доверие, там, да, почему пользователи этой платформы должны были бы довериться сторонним людям. Да? Ну и тут возникает предположение, что, возможно, если реализовать систему, где репутация, накопленная в ходе вот таких вот сделок, будет являться, ну, действительно какой-то серьезной ценностью, да, то можно будет сказать, что арбитрам с большой репутацией мы можем доверять, да, если они коллективно проголосовали, ну, не зная о том, что, ну, против кого они голосуют и так далее, не зная друг друга, не сговариваясь, то мы можем доверять их решению. Но если даже мы реализуем, да, такую вещь, что репутация действительно станет ценностью, то тогда необходим какой-то надежный протокол для оценки этой репутации. То есть он должен быть, во-первых, защищенным от накрутки, ну, принципы, которым мы придерживаемся, да, когда разрабатывали этот протокол. Собственно, это как раз и есть основная часть там, моей научной работы, да, и нашего проекта. Вот. Должен быть механизм для монетизации репутации. Это очень важно, ну, потому что понятно, что репутация это супер, да, но очевидно, что все равно нужно как-то мотивировать ее зарабатывать, да, и чтобы в долгосрок она действительно монетизировалась. И, собственно, мотивация арбитров, да, оракулов, участников этой системы к тому, чтобы они принимали активное участие, ну, в жизни платформы, да, так скажем. То есть, чтобы не было такого, что, допустим, я заработал огромную репутацию, да, как, например, сейчас часто бывает с аккаунтом Bitcoin Talk, да, допустим, я заработал Legendary и, ну, просто продал аккаунт потом. То есть, и с него там рекламируют, например, какую-нибудь ICO-шку.
Ну, в принципе, это не очень здорово, то есть, ну, и здесь мы предусмотрели определенный механизм для того, чтобы мотивировать участников так не делать. Ну, начнем с того, как репутация монетизируется, да, самое интересное. То есть основной принцип, это что чем больше репутация, больше заработок, но это понятно из тезиса, что репутацию необходимо монетизировать. Достигается следующим образом. Ну, как вы помните, пример с вот аудитом кода, да, то, что я говорил, арбитры и оракулы рассудили сделку, за это они получили небольшое вознаграждение, да, на всех. При этом те арбитры, у которых репутация больше, ну, получат больше кусочек от вот этого кусочка пирога, да, который разделился на всех арбитров. И плюс ко всему арбитры с большей репутацией имеют больший шанс, да, того, что именно их из общего числа выберут для разрешения вот конкретной сделки. То есть появляется сделка, из общего пула выбирается, там, ну, предположим, 10 арбитров, да, собственно, если у меня больше репутации, то больше шанс того, что меня выберут. Ну, как следствие, ну, чем-то напоминает майнинг. Как следствие, чем больше у меня репутации, тем я зарабатываю чаще и больше. Предполагается такое. Ну, то есть, само собой, тоже гипотеза. Сейчас там довольно много всего, что касается именно математики, да, в этой платформе мы моделируем, тестируем и так далее. То есть, применяя различные там методы, в том числе конечные автоматы и так далее. Вот. Что касается защиты от накрутки, тут основным являются свойства самих этих очков репутации. Основное это то, что их количество, оно изначально фиксированное, да, и зависит напрямую от количества участников замкнутой системы. То есть внутри системы количество очков всегда равно количеству участников системы. И при этом все заработанные очки, да, все очки, которые зарабатывают те или иные участники, они всегда равны по количеству очков потерянных, ну, соответственно, недобросовестными участниками, недобросовестными арбитрами. Ну, как это защищает нас от накрутки? Понимаете, что если я, например, хочу создать какие-то фиктивные аккаунты, да, и с них себе перегонять, получается, вынужден очки. Да, то есть, но очки не распределяются в момент сделки, они распределяются в определенные чекпоинты, да, в определенные моменты времени. И, соответственно, если я даже со множеством фиктивных аккаунтов потерял много очков и надеюсь, что они попадут ко мне, то это произойдет не совсем так. Они распределятся между всеми участниками вот этой замкнутой системы. И как следствие я просто, ну, так скажем, опустошив вновь созданные аккаунты, прокачаю всех вокруг, то есть все, ну, весь пул в целом. И получается, я подниму просто средний уровень, но не конкретно себя. То есть логика в этом. Ну, опять же, тут, возможно, есть какие-то лазейки, да, которых мы, допустим, не знаем. Если кто-то это заметит, то с удовольствием послушаю. Вот. Что касается мотивации участников процесса, да, тут у нас предусмотрена такая штука, как демеридж. Это слово позаимствовано из судоходства, да. Ну, если попросту, это плата за простой. То есть вот также в каждый чекпоинт, когда репутация начисляется добросовестным, да, и там снимается с недобросовестных арбитров, также точно в каждый из этих периодов со всех списывается определенная сумма. Ну и она в дальнейшем также распределяется между добросовестными арбитрами. Списывается вот по следующей формуле, ну, где VT это текущее количество очков репутации, да, которое должно получиться после вычета, ну, VT минус первое предыдущее, соответственно. D это параметр, то есть он изменяемый, да, и его можно подгонять под конкретную какую-то систему, да, под конкретный какой-то случай. Вот. И, ну, собственно, логарифм натуральный логарифм от предыдущего. Также предусмотрим здесь коэффициент, да, потому что сейчас, как я и сказал, мы только, ну, так скажем, в разработке, да, в процессе разработки этой системы, поэтому, в принципе, тестируем, какая же формула лучше подойдет, да, поэтому, ну, тут есть два параметра. Ну вот пример, как, собственно, эта формула работает. То есть, смотрите, ну, по вертикали у нас очки репутации, да, по горизонтали это время, которое, ну, количество чекпоинтов, которые прошли. То есть, условно, если у тебя было одно очко репутации, да, и ничего не делал все это время, то, собственно, одно очко и останется. Если же там было много репутаций, да, 90, то спустя время оно, ну, сократится почти вдвое. Ну, это помимо того, что это мотивирует, да, участников не просто забрасывать, да, там, свои аккаунты, которые набрали большую репутацию, да, по какой-то причине, а, ну, дальше продолжать ее зарабатывать. То есть такое, чем больше репутация, да, тем больше ответственность, как бы. Вот.
Ну и плюс это некий способ борьбы с централизацией, да, с тем, чтобы там много репутаций, да, им, соответственно, много силы, да, не скапливалось в одних каких-то там руках, да, чтобы затем нельзя было там манипулировать решениями всей системы. Вот. Ну, быстро подведу итог тогда, основные свойства, да, предлагаемого протокола, и перейду уже дальше к инфраструктуре. Собственно, каждый участник системы, да, каждый участник внутри системы имеет собственные очки репутации. Эти очки репутации он получает изначально в количестве одной штуки, да, там одно очко репутации, как только там заходит в систему условно, инициализируется единичкой. Никакие, ну, сумма всех очков репутации всегда равна количеству участников, об этом я также уже говорил. Новые очки репутации никак не создаются, кроме как появлением новых участников. Также они никак не разрушаются, то есть не покидают систему, в случае, если, опять же, участник системы не покинул эту систему. Понятно. Очки зарабатываются добросовестными арбитрами, когда с ними соглашается большинство, соответственно, теряются, когда арбитры неправильно голосуют. Ну, неправильно в данном случае является не согласны с большинством. Ну, также все участники системы теряют очки в виде демиреджа, да, в виде какой-то платы за простой. Это мы уже разобрали, что это мотивирует. Ну и сумма всех очков всегда равна, сумма всех очков, заработанных честными арбитрами, всегда равна суммой потерянных нечестными арбитрами. В принципе, об этом тоже обсудил. Ну, тут еще есть такой вопрос, то есть, когда я говорил о том, что вот в нашей той платформе, да, где там происходит аудит peer-to-peer кода, могут рассудить такие же точно ревьюеры, да, ну, точно такие же люди, которые аудируют код. Но возникает вопрос, всегда ли арбитры компетентны в том, что они судят? То есть, ну, в данном случае, окей, если они, например, такие же точно аудиторы, допустим, они могут рассудить сделку, но там дадим мы им, допустим, какую-то задачу, связанную, там, к примеру, с логистикой, да, они, вероятно, уже не будут знать, как им действовать, да, как им голосовать, и, возможно, будут голосовать либо наугад, либо просто там неправильно. Вот. Собственно, поэтому возникла идея как-то специализировать этих оракулов, арбитров, да, то есть разделять по специализации. Поэтому придумали такую вещь, как пулы оракулов пулы арбитров, назовем их проще. Вот. То есть, что я имею в виду? Имею в виду, что арбитры объединяются по специализации, да, в некие пулы. И, допустим, потом я, да, как какой-то сервис, тот же вот платформа та же для аудита этого кода, да, или там децентрализованная какая-то биржа, фриланс, обращаюсь к набору, так скажем, этих пулов и выбираю те, которые мне нужны. То есть я смотрю, что окей, да, здесь вроде как собрались там веб-разработчики, да, и мне нужно там будет судить дела, связанные там, не знаю, с разработкой каких-нибудь лендингов или типа того, и, собственно, беру именно этот пул, и из него потом будут выбираться арбитры, да, для того, чтобы рассудить сделки, которые будут возникать на моей там платформе, допустим, на моей фриланс-бирже или типа того. Вот. И дальше возникает важный момент. У каждого пула, да, есть так называемый мастер пула, то есть тот, кто изначально инициализировал его, да, при этом, как только он его создает, да, условно, он должен заморозить определенный стэк. Тот, кто там набирает потом арбитров и так далее. Ну, арбитров, предположительно, мы будем набирать путем также голосования участников этого пула. То есть, ну, участники пула голосуют, там, принять или не принять того или иного арбитра, да, при этом там, мастер пула обязан предоставить его информацию, собственно, своим подопечных, так скажем. Вот. Собственно, почему вообще возникла потребность именно в том, чтобы создать мастера пула? Потому что множество вещей, да, мы не можем сделать в рамках блокчейна, и это связано с теми ограничениями, которые я говорил в самом начале, да, то есть поэтому некоторые вещи мы перенесли в офчейн. Но, как я и говорил, так, чтобы это не повредило какой-то там прозрачности и честности системы. Собственно, что делает мастер пула, да, он должен обязательно держать запущенную ноду, да, у себя на сервере, которая производит некоторые офчейн расчеты, в том числе случайный выбор этих самых арбитров. Чуть позже расскажу поподробнее о том, как именно происходит вот этот случайный выбор. Там
довольно интересная схема. Вот. Ну, также раз в какой-то период, да, вот в эти чекпоинты он обновляет репутации, да, рассчитанные в соответствии с тем, как проводились сделки. При этом любой арбитр может его уличить в каком-то мошенничестве, да, потому что все абсолютно действия подписываются ключами этих самых арбитров, да, и они могут всегда доказать, что он посылал ему не ту информацию, которую затем мастер пула занес в блокчейн. Собственно, поэтому изначально он мастер пула и замораживал какой-то стек, потому что в случае, если его обвинять, да, и действительно это как бы будет подтвердиться, да, что он действительно что-то нарушил и тому подобное, то с него спишется этот стек. В принципе, насколько я помню, аналогичный какой-то метод как раз таки используется в Lightning. Вот. То есть там тоже есть что-то подобное, типа poison транзакции, еще в white paper в Telegram было описано. Вот. Ну, то есть это не мы придумали, это мы позаимствовали на самом деле. Ну, как я уже сказал, что часть функционала была перенесена в офчейн, да, в связи с ограничениями, которые существуют в текущих реализациях смарт-контрактов. Собственно, поподробнее расскажу о том, что именно мы вынесли в офчейн, да, и почему. Основное — это вот именно случайный выбор. То есть почему мы его решили вынести в офчейн, да, а не проводим также на смарт-контрактах. Ну, как я уже говорил, блокчейн — детерминированная среда, и довольно трудно найти какую-то энтропию в ней, которую мы можем взять и говорить о том, что, используя эту энтропию, рандом будет действительно честным. Да? То есть понятно, что если мы там берем время, то ним может манипулировать майнеры, допустим, да, которые взяли эту транзакцию. В принципе, для них это не составляет труда. Если мы говорим о хэше текущего блока, то тут аналогично. То есть майнеры могут так или иначе ним манипулировать. В случае, если взяли эту транзакцию, пускай и немного, вот, но тем не менее. Можно брать, конечно, хэш блока из будущего, да, как бы заранее говорить, какой будет блок и когда мы должны будем взять. Но тут получается, что мы должны жестко привязываться ко времени, когда мы должны запустить этот рандом. То есть, понимаете, о чем я говорю, что если я заранее, например, говорю, что вот там сейчас идет 10-й блок, и на 20-м я возьму блок 15-го хэша, да, то изначально этот хэш, конечно, предугадать никто не может, и, в принципе, его можно считать полностью случайным, да, в какой-то степени. Вот. И получить довольно честные псевдослучайные числа. Как я и сказал, это также накладывает на нас дополнительные ограничения в виде строгого привязки к времени. Собственно, мы пользуемся схемой commit reveal, да, ее также, в принципе, не мы придумали, да, она известная. Заключается она в следующем, что, предположим, два пользователя какой-то там платформы, пускай это будет та же фриланс-биржа, да, или это будет там заказчик и ревьювер кода, открывают спор, собственно, они заносят хэши, да, хэши своих случайных фраз, да, которые они сами придумали, там, может, пользовались каким-то специальным средством, да, для генерации этих случайных фраз. Вот, они заносят хэши на контракт. Далее то же самое делает мастер пула, из которого должны быть выбраны случайные арбитры. И, соответственно, далее эти хэши раскрываются. Как только все три собраны, то участники спора и мастер пула, соответственно, раскрывают свою соль, так скажем, да, так называемую соль, которая будет далее использоваться при генерации псевдослучайных чисел. То есть они уже изменить ее не могут, потому что они изначально занесли хэши, и при этом они не знали, что напишут, собственно, их оппоненты. Поэтому можно считать, что действительно никто не мог здесь жульничать, да, и предугадать то, что же все-таки там получится в ходе рандома. Вот. Собственно, далее это считается в офчейне, все по изначально оговоренному алгоритму подбора генерации псевдослучайных чисел, да, то есть и все могут удостовериться, что действительно никто не смошенничал, там, ни тот, кто держит там эту ноду, да, офчейн мастер пула, ни кто-то из участников там не был в сговоре. Понятно, потому что если условно в сговоре заказчик и исполнитель, то как бы и смысла никакого нет. Вот. Далее интересный довольно-таки момент, это как же распределяется репутация вот в эти чекпоинты, о которых я уже много раз говорил, да, как распределяется там
очки репутации, которые были потеряны в ходе демиреджа, да, как они распределяются между добросовестными арбитрами, допустим. Да. Ну, представим, что у нас, допустим, есть 10 арбитров, да, которые должны получить награду в ходе этого чекпоинта. То есть вот 10 человек были, там, допустим, честными за этот период. Ну, у них репутация распределена вот таким образом. Там у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то он совсем небольшой, 2,6. Собственно, между ними нам нужно распределить одно очко репутации. Сейчас мы пробуем множество различных распределений и так далее. Ну вот расскажу про одну из гипотез, которую мы, собственно, выдвигаем. Это то, что можно воспользоваться просто нормальным распределением. Да? Почему? Потому что оно позволит укрепить именно такой средний класс, да, скажем так, ну, средний класс репутации. Ну, то есть как это работает? Вот у нас есть все те же арбитры, да, которые были на предыдущем слайде, и нам нужно распределить одно очко репутации. Оно распределится вот таким образом. То есть самый маленький, ну, арбитр с самой маленькой репутацией получит совсем немного, да, средние арбитры получат самую большую награду, там 0,18, и самый большой также получит немножко. Почему? Ну, потому что также это там, борьба с определенной централизацией, да, и поддержание там, среднего класса. Ну, опять же говорю, то есть там гипотеза, да, условно разбирали и там более сложные на самом деле какие-то варианты распределений, да, ну, как мне кажется, это просто сейчас на текущий момент самый наглядный и, в принципе, ну, не самый плохо себя показывает там, да, в ходе какого-то моделирования. Вот. Ну, в заключение хотелось бы сказать, что, ну, как мне кажется, да, для децентрализованной экономики, да, система вот оценки репутации, да, и сама репутация должна в какой-то момент стать, ну, одной из важнейших элементов. Вот, ну, это лично там мое такое мнение. Всем спасибо. Вот как со мной можно связаться. Ну да, если есть какие-то вопросы, то с удовольствием на них отвечу. Коллеги, вопросы? Угу. Да. Вопрос такой, а что если я захочу сделать атаку на эту систему и зарегистрировать, ну, там, 50% своих собственных арбитров? Ну, и они все будут говорить неправду, но их будет больше. Ну да, я понимаю. Ну, во-первых, тут получается такая история, что, как я сказал, пулы выбираются условно как в магазине, да, как на витрине. То есть и понять, что в этом пуле, да, все абсолютно аккаунты, ну, фейковые, довольно нетрудно, потому что можно сразу увидеть, что там, допустим, куча залетела, да, именно с одним очком, ну, это во-первых. Вот. Во-вторых, тут ну, дело в том, что, опять же, эти очки репутации, да, будут теряться и зарабатываться. Ну, я их могу заранее зарегистрировать и вести какое-то время нормальную деятельность, готовясь к тому, чтобы сделать потом атаку. Ну да, на самом деле эта проблема действительно есть, то есть сейчас думаем, как с ней бороться, но в основном, как мне кажется, это будет достигаться тем, что, собственно, мастер пула, да, он будет закладывать свой стэк, и другие участники пула будут, ну, голосовать, то есть принять того или иного участника или нет. Понятно, что можно, допустим, заранее сделать какой-то фейковый мошеннический пул, да, но его просто тогда никто не будет использовать. Ну, то есть у нас такая теория имеется. Вот, ну, то есть я буду понимать, что да, ага, это там суть сделки не так, и не буду просто его принимать. То есть, ну, каждый там сервис, условно, волен выбрать сам пул арбитров. На мой взгляд, пока у вас не будет какого-то механизма, чтобы это было невыгодно, вот как, например, в биткоине, да, невыгодно врать, потому что ты не выиграешь награду за этот блок, то здесь будет подвержен таким атакам. Ну, оно, как я и сказал, будет подвержен, то есть если изначально мошеннический пул, да, то есть, ну и тут, конечно, да, есть вопрос, что нужно какой-то механизм для того, чтобы заранее определять, собственно, вот эти такие, скажем, подготовку к этой атаке, да. Вот. Спасибо. Спасибо за вопрос. Здравствуйте, Денис. Хотел спросить, а в чем отличие ваших делегатов, да, там, от тех же самых делегатов, которые есть на BitShares, на Графене? Потому что мне кажется, что система очень похожа. В плане похоже. В плане также распределение идет, соответственно, этих… Какой-то слайд включить или что? Не-не-не. Ну, в общем, там тоже выстраиваются рейтинги, и в зависимости от рейтинга идет, соответственно, начисление. Нет, ну тут основное это все-таки ну, не ценность не в оракулах, да, а именно в арбитрах, то есть в системах разрешения именно вот этих споров, да, чего в принципе нет в BitShares, да, и это будет работать
принципе, на любой платформе, да, на которую мы можем ее перенести, там, которая поддерживает смарт-контракты. Ну, условно, это будет, может быть, и Ethereum, да, и EOS, если вдруг он будет там лучше и сильнее. Ну, когда-нибудь будет, работать же они. Да, возможно. Вот, ну, это, то есть, не проблема абсолютно. И еще хотел спросить, вы вообще как бы занимаетесь, помогаете найти баги, ну, конечно, там, в свободное время, да? Вот у нас друг сейчас будет смарт-контракт писать, и принципе, нам да. интересно было бы... Нет, ну да, то есть у меня как основные направления деятельности вот эта работа, да, она, как мы ее разрабатываем вместе с коллегой, я говорил, и в рамках научной работы также я ее разрабатываю. Ну и помимо этого есть вот HashLab, да, вот футболка, там мы занимаемся разработкой смарт-контрактов и их аудитом, в принципе, поэтому, да. Понятно, спасибо. Без проблем. Да. Есть вопрос по поводу распределения наград. Получается, что всем в сети выгоднее быть в среднячках, ибо те, у кого большая репутация, во-первых, с большей вероятностью ее теряют, да? А во-вторых, меньше получают при распределении новых наград. Нет, ну тут не совсем так, то есть, Как вы это балансируете? сейчас я верну на этот слайд, то есть условно награду денежную получит все равно больше всех вот этот парень. Хорошо. То есть именно в деньгах получит все равно больше всех он. А тогда что означает? Там линейно. А это награда в виде репутационных очков. То есть вот одно очко репутации надо распределить между ними. Он получит чуть меньше. То есть ему сложно зарабатывать репутацию, но в плане денежном он зарабатывает больше. Вот такая логика. Спасибо. Так, коллеги, хорошо. Спасибо за доклад. Я хотел бы спросить, на основе какой платформы вы будете делать? Ну, в плане Ethereum или биткоин? Да, я понял. Ну, изначально Ethereum, конечно, потому что, ну, то есть на текущий момент самая популярная, да, платформа, и где этот механизм будет востребованный, да, на наш взгляд. То есть, в принципе, достаточно много проектов, которые на Ethereum выходили и говорили, что они так или иначе хотят сделать вот какой-то там механизм арбитража, да, или типа того, но это как бы не является их там основным родом деятельности, так скажем. Но многие заявляют, что им это надо, да, и они там будут как-то это в родмэпе реализовывать. Ну вот, то есть и возникла мысль, что если мы сделаем такой вот протокол, да, который будет open source, то он будет востребованным. То есть вы все равно будете выпускать свой токен, да? Ну, возможно, то есть, но на самом деле не факт. То есть, ну, тут вопрос по поводу токена, он такой интересный, потому что, возможно, он потребуется для того, чтобы там условно голосовать внутри пула, чтобы в виде него там как раз делать депозит, но там условно депозит можно и в эфире делать. То есть не хотелось бы, чтобы этот токен можно было заменить эфиром, да? То есть это, как мне кажется, не самая лучшая позиция. И еще вопрос. Вы сказали, что все данные, которые от ораклов там получают, и арбитры, они в офчейне сохраняются, то есть не в мейнчейне, правильно? Не, они сохраняются в блокчейне, но изначальную обработку проходят в офчейне, да? Вот, офчейн это равносильно понятию сайдчейн? Ну, нет, не совсем. То есть сайдчейн — это сторонний какой-то другой блокчейн, да, офчейн, я имею в виду вообще просто на обычном сервере, да, будет там какие-то расчеты происходить, вот как раз-таки мастер пула, да, будет потом рассчитывать всю репутацию, да, там, которую должны были потерять, и получить арбитры, да, вот в конкретном каком-то там чекпоинте. Вот, и заносить ее. Ну, соответственно, как я говорил, то есть там можно отправить какую-то транзакцию, да, поиск транзакцию, и пожаловаться, что он там посчитал твой голос неправильно. Вот. И я прослушал про Demiredge. Можете еще раз? Да, конечно. Суть. Так. Ну, Demiredge, как я говорил, это чтобы там мотивировать участника, да, не просто сидеть и там накопил репутацию, да, и потом, например, продать этот аккаунт, ну, чтобы, то есть, если он забросил, да, аккаунт, он начал такой терять репутацию, да, ну, такой своеобразный распад репутации. Ну, Все, вот формула, все, да, понял. предоставлена. Понял. Вот как там работает он. Спасибо. Да, не за что. Есть ли еще вопросы в зале? Есть ли у нас вопросы онлайн? Нет. Хорошо, тогда спасибо большое, Денис. Мы можем переходить к неформальному общению. Спасибо.